Здравствуйте, уважаемые слушатели. Здесь такая тема. Какую ошибку вы сможете избежать? Очень важный расклад. Я буду делать расклад на золотом таро для вас. На дне колоды у нас была 7 пентаклей, но она сразу показывает первую ошибку, которую вы сможете избежать. Это то, что вы ждете, пока созреет что-то в вашей жизни. Это может быть любая сфера, касаться любой сферы, как денег, профессии, семьи, здоровья. Вы просто ждете. Но нужно быть активным. И еще лучше быть проактивным. Проактивным это означает, чтобы избежать ошибки в будущем, сейчас нужно работать на успех уже, да? То есть заранее. Про – это заранее, такое слово про, заранее. И здесь вы видите пентакли, это 7, это значит, что нельзя бездействовать. 7 – это активный номер по нумерологии. У вас все есть. Видите, вы умные, стройные. Ну, если вы девушка, женщина, то вы умная, стройная, красивая, предприимчивая, смелая. Так что не ждите, действуйте. Пока, например, урожай созревает, но я говорю метафорически, а вы понимаете, о чем я говорю. Пока урожай созревает, занимайтесь другими делами. Урожай созревает, может быть, например, познакомились с мужчиной, сразу не стройте планы, что вы уже вот с ним как бы живете вместе, да, а наоборот, присматривайтесь, что у него за характер, как он себя ведет в той или другой ситуации и так далее. Итак, какой ошибки вы сможете избежать? На мой взгляд, очень важный расклад. Я смотрю в этих рамках только прямые значения карт. У меня вся колода, она прямая. Видите, она в одном направлении. Итак, это карта Маг. И, конечно, при рождении нам дается карта Маг. Не зря же это на жизненном пути первая карта. То есть вера в себя, несмотря ни на что. Ребенок такой беспомощный, маленький, да, он ничего еще пока не может, но у него есть самое главное, то, что есть в карте Маг, вера. Какой ошибки? Ошибки неверия в свои силы. Вот такую ошибку вы сможете избежать. А также карта Маг часто связана с магическим воздействием. Вы можете избежать ошибку, что просто не сдадитесь и не будете поддаваться магическому воздействию как своему, так и других людей. Мы сами на себя можем магически плохо воздействовать. Это самосглаз, самопорча. Когда смотрим в зеркало и видим критику в себе, что-то не так. Или же печалимся, постоянно грустим, вспоминаем прошлое. Когда мозг вспоминает прошлое, вы рисуете картинку из прошлого. То есть вы находитесь там, где нет жизни, да, в том, что уже прошло. Итак, вы избавитесь от магического воздействия. И ваши недоброжелатели будут в шоке, какая вы сильная. Да? То, что они на вас обратили внимание, даже то, что вас не любят, это уже подарок судьбы, хотя вы, может, этого не видите, потому что самое страшное – это безразличие. Итак, карта влюбленная, еще один старший аркан. Напоминаю опять, что я смотрю только прямые в этих рамках, но это шикарная карта, конечно. Это карта перехода на новый уровень как в отношениях, так и в любой другой сфере вашей жизни. Какую ошибку вы сможете избежать? Опять это вот бездействие. Не будете бездействовать, а увидите, что то, что сейчас происходит в вашей паре, может казаться вам негативным на первый взгляд, но ваша пара переходит на новый уровень жизни. Или, например, в делах. Может, вам сейчас не везет, у вас нет денег, но не спешите с выводами, не делайте преждевременных выводов. Сейчас ключевые события происходят, потому что 2 ключевые карты, 2 карты старших арканов, понимаете? И на вас никто не может поставить замок на ваше будущее, никто. Только если вы испугаетесь, тогда негативный колдун уже имеет ниточку, да? Главное их не бояться, и замок никто не поставит, у вас всегда есть ключ. Вот это 2 ключа от того, чтобы избавиться от негативного влияния. Вот какую ошибку? Запугивание запугивает вас. Вы сможете избегать эту ошибку. Еще одна карта 7, как вы видите, и здесь, может, это конкуренты ваши, или это ваши вредные привычки, вот эти 6 жезлов здесь внизу. Но посмотрите, их силы меньше, чем ваши, видите? Вы найдете ключ, вы найдете возможность отбиться от конкурентов, от вредных привычек ваших или ваших людей. Вы обретете силу, понимаете? Если, например, ушел из отношений плохой человек, он не то, что сделал вам назло, он просто сделал вам плохо, потому что он по-другому не умеет жить.
И вы сейчас увидели перспективы, как нормализовать отношения, понимаете, как получить нужные факты, информацию нужную, которая была от вас преднамеренно скрыта перед этим. А сейчас все прояснится, проявится, и вы будете владеть правильной информацией. Еще раз повторяю, смотрю только прямые, и это у нас шут. Ну, еще один старший аркан из такого небольшого расклада. Вообще-то шикарно. Какую ошибку вы сможете избежать? Вы будете идти своей дорогой. Шут в этих картах — это приближенная к Rider-Waite, к основной колоде, идет в правильном направлении. Вот это момент рождения человека. Идем, потом начинается гороскоп, да? Слева направо, отталкиваться от своего дома, 4-го, оттолкнуться и идти наверх и добиться успеха в жизни по 10-му дому. Вот что будет. Вы сможете избежать ошибки, голову в песок. Я боюсь смотреть на жизнь, я боюсь, что ничего не выйдет. Это рывок вперед, это рывок человека, который держит удар, как говорится, да, может, семья у вас ударила, или финансовый какой-то удар был, или по здоровью удар, но вы выдержите, потому что у вас сила, да, это исцеление себя. Внутренний врач есть у каждого, только нужно с ним связаться, с этим внутренним врачом, и оттуда отталкиваться, да. Кто-то пытается вас напугать, повесить на вас что-то, да, но вы не слушайте этих людей, эти люди очень нехорошие. Итак, смотрим дальше. А кто вы по мнению высших сил? Я спрошу. Как высшие силы вас видят? Вот видите, высшие силы вас видит человек, который устал от жизненной борьбы, устал от препятствий. Высшие силы вас видит человека, который хочет присмотреть, обдумать все, может быть, где-то что-то подредактировать свой план. То, что было раньше, мы исправить не можем, но подредактировать план, но это никогда не мешает. У вас за вами победа, и победа ваша, это победа сильного сердца, сильного ума. Вы владеете теперь нужной информацией, вы победили вот эти прошлые обиды, прошлую боль, вы победили страхи и неуверенность в себе, вы победили ваших врагов, недоброжелателей. Тот, кто пытался лишить вас сил, он теперь далеко позади вас. Потому что здесь вы понимаете, вы уже осознали то, что случилось. Но вы осознали, что нужно оставить это в прошлом, понимаете? Вот что вы осознали. Это самое главное, что нужно осознать. И идти вперед. Может быть, у вас были сложные отношения. Может, у вас сердце разбито. Вот здесь по этой карте, да, 5 меча — это часто разбитое сердце, которое по 3 меча проходит, да. 5 меча, как уже и единица была, и 2, и 3, и 4. Вы уже переосмыслили по 4, вернее, извините, я имела в виду мечей. Но я скажу, что... Вот я говорю «извините», потому что знаю, что-то кто-то напишет. То, что сказал предсказатель, то и важно. Я же не от себя говорю, я беру слова из пространства. Значит, пентакли тоже имеют здесь место быть. Абсолютно. Потому что каждый предсказатель, понимаете, это не человек, который делает аналитику своего ума. Это человек, который берет слова, они идут потоком, а вы сами связываете свою ниточку. Таким образом, это самое настоящее предсказание. Поэтому, раз я сказала пентакли, может быть, ссора была из-за денег, или в семье, или еще с кем-то, понимаете? Вас лишили сил эти ссоры из-за денег. Вот в чем дело. Сложные отношения могли формироваться из-за финансов, из-за денег. И, может быть, вы даже в какой-то изоляции сейчас себя чувствуете по отношению к людям, которые вас оболгали. Вот в чем дело. Но я вижу, что здесь маг. Вселенная вам поможет. Понимаете? Вселенная вам поможет. И восстановится у вас доверие к себе. Вот самое главное по карту Шут — это доверие к себе, к своему рождению, к победе своей. Да, пусть дорогая цена была до сих пор, но это ваша победа, понимаете? Вот здесь вы как-то поняли, что все становится на свои места. Все. Смотрим, что здесь. Да, видите, из-за пентакли. Ну вот, как сказала, так и есть. Вот карты гадают, что называется, как всегда, да. Из-за пентаклей была ссора, может быть, у кого-то. Но не у всех, но у кого-то. Кстати, всегда все замешано на деньгах. Где-то на каком-то уровне замешана на деньгах была ссора. Вот такая вещь. Какой-то был момент обмана денежного, может, покупка невыгодная, а может быть, вымогатели какие-то, знаете, манипуляторы.
Делали вам больно, очень сделали больно. Энергию вы потеряли. Деньги – это энергия. Вы потеряли энергию прежде всего. Смотрите, здесь двойка меча. И эта двойка меча говорит, что да, вы чувствовали, что и слева, и справа неудачи одни, и финансовые, скорее всего, неудачи, основанные на ссорах. На ссорах. Какие-то ссоры были. Ну, не у всех проиграется, что именно финансовая неудача, но довольно у многих проиграется, что где-то вы себя почувствовали, что вас не понимает никто, понимаете? Никто вас не понимает. Вам пришлось уйти в себя, Вот уйти в себя полностью. Поможет человек, поможет король чаш, поможет тот, кто вас любит. И это может быть, знаете, если вы не стремитесь к новым отношениям, это может вас любить человек, с которым вы уже знаетесь. Или родной, или близкий, или муж, или любимый. Но кто-то, какой-то король чаш, или он за вами наблюдает теперь, он хочет вам помочь отбиться от врагов, он хочет вам помочь свободу обрести. Этот человек хочет с вами на новый уровень отношения вывести. Какой совет дадут Таро относительно этого вопроса? От каких неприятностей вы избавитесь, да? Извините. Так. Какой совет дадут Таро? Ну вот сила прибудет с вами, да? Это паж жезлов. Паж – это поиск решения. Совет дает Таро, как и в начале. То есть здесь были четкие советы, очень глубоко, конечно, все Таро показало, но мы пришли вот к тому же, что и в начале. То есть сила будет при вас, когда вы будете действовать, не ждать, ну, как говорят, шею в песок, голову в песок и ждем, как бы чего плохого не вышло, да, после этой горести, после этой горечи, которая у вас осталась, да, после тех ситуаций, которые вам пришлось пережить, вам нужно идти дальше. Это поиск, пажи всегда это поиск решения. Понимаете? Да, кто-то вам сделал больно, очень вас обидел кто-то. И кто-то, знаете, зачем он это сделал? Он хотел управлять вашим сознанием, но вы избавились от этой вражды. Вы освободились и пошли по своему пути. И держите голову высоко. И добились своей независимости. То есть, если еще не добились, так вот эта карта говорит, вы на пути. И у вас есть поиск. Всегда пажи – это поиск пути, и это заботы, хлопоты, заботы. Это когда вы ищете решение, понимаете? Да, может быть замешаны деньги, может быть замешаны цепи других людей, какие-то цепи, связанные с привязанностями других людей, с их нервами, с их правилами, то, что вам навязано, какие-то особые условия вам навязаны. Но я здесь вижу, что паж жезлов говорит, что сила прибудет при вас, сила вам дается на путь, и этот путь будет очень успешный. Вы избавитесь, вам удастся избежать того, что другие уготовили для вас, какие-то препятствия, которые уготовили другие, и восторжествует справедливость. Понимаете, что то, что вы сейчас задумали, то у вас получится относительно именно вашей конкретной жизни. Вселенная сама выведет вас на эту дорогу. Видите, на дорогу успеха будет прибавляться энергия, и это будет вам знак, что Вселенная уже выводит вас на дорогу успеха и на том, на что вы сейчас именно фокусируете, концентрируете свое внимание. Там, где находится ваше внимание по карте Маг, это концентрация внимания, на то выдается энергия, и путь освобождается. И, конечно, это переход. Это переход на новый уровень. Это переход на самостоятельный уровень, где никто вам не помеха, где вы можете сами жить для себя. И вот эти кукловоды-управители больше не будут вами владеть. Но я счастлива, что получился такой конкретный расклад, а я знаю точно, что расклад вам поможет. Это вам просто гарантия, если вы ему позволите помочь вам. Девочки, мальчики, вас обожаю, люблю. У меня можно приобрести уроки на Таро. А также можно просто поставить лайк для благодарности, и благодарю за лайк. Но лайк для благодарности тоже оценить мою работу. Вы хозяин-барин, вы оцениваете. Конечно, если дизлайк, так тоже дизлайк имеет место быть. А я знаю, что я для вас работаю, потому что вас очень люблю, и вы мои друзья. Я уже решила, что вы мои друзья. Если вы хотите решить быть моим другом, но это на деле проявляется, да, как все в жизни на деле. Здесь же расклад говорится, что на деле нужно проявляться. А это просто нажать пальчиком «Подписаться» на канал. Прямо сейчас подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить мои новые видео и чтобы числиться в моих друзьях.
Будем видеться, друзья. Всем любви, счастья, $1 000 000, миллион счастья, миллион друзей. И среди ваших друзей, надеюсь, что и для меня скромное местечко найдется. До новых встреч. Пока.